Рабочий день уже подходит к концу. Люди спешат кто домой, кто в бар, а кто просто прогуляться по вечернему городу. А вот Ким пригласил сегодня Пин на свидание. Не в ресторан и не в парк, а в баню. И Пин этому ничуть не удивилась. Добро пожаловать в Сеул. Это жизнь других. В Сеуле повсюду продается косметика, маски для лица, патчи под глаза. На каждом шагу клиники пластической хирургии. Неужели для корейцев так важна внешность и погоня за красотой становится смыслом их жизни? Сегодня мы это все и узнаем. Благодаря росту технологий и промышленности Сеул давно стал городом мирового масштаба. Здесь круглыми сутками кипит жизнь, и 10 миллионов человек ежедневно трудятся, влюбляются, женятся и создают семьи. Если бы я родилась в Сеуле, то, возможно, в семье Ли Хён Сок и Со Йоджу. Жила бы в престижном районе Гангнам, обожала бы с детства острую пищу и хотела бы стать изобретательницей. Или в семье знаменитого корейского артиста Пака Йонхвана. Ходила бы в частный детский сад, любила бы музыку и пошла бы по стопам отца. Ну или в семье Сыниль и Джуин. Жила бы с родителями в арендованной квартире, была бы фанатом корейской косметики и с удовольствием каждые выходные ходила бы в баню со всей своей семьей. В последнее время родителями в Сеуле все чаще и чаще становятся после 30 лет. В среднем в каждой семье не больше 2 детей, а то и вовсе нет ни одного. Поэтому для сеульцев создаются все условия для продолжения их рода. Когда врач подтверждает, что женщина скоро станет мамой, она может обратиться в банк и оформить специальную карту. На нее государство перечислит 500 тысяч вон, которые предназначены только для оплаты услуг, связанных с беременностью и родами. Кроме того, еще медицинская страховка покроет практически всю стоимость родов. Молодым родителям останется оплатить лишь разницу приблизительно в 350 тысяч вон. Но есть одна услуга, которую не покрывает ни одна страховка, но ей пользуются практически все сеульские мамочки. Ох, ура! Спасибо! Вот это прекрасно! Завтрак, после завтрака массаж, после массажа йога, потом обед, потом опять спа-процедура, ну и там уже и ужин, и спать. Думаете, что я в спа-салоне? Ну, практически да, вы угадали. Но я в санатории для женщин, которые только что стали мамами. Рождение ребенка – это стресс для организма каждой женщины. Поэтому 95% из них после родов от 2 до 4 недель проводят в санаториях, в которых они восстанавливаются, набираются сил и обучаются необходимым навыкам по уходу за ребенком. Вот это я понимаю. Родила и сразу в санатории. Интересно, чем эти санатории так примечательны, что туда ложатся аж 95% женщин? Узнаем из первых уст у новоиспеченной мамочки. Динхи, во-первых, я тебя поздравляю. У тебя кто родился, мальчик или девочка? Сын. То есть ты родила, и после больницы ты сюда вот именно приехала отдыхать? На 3-й день после родов я приехала в санаторий, и вот уже 21 день нахожусь здесь. А вот расскажи мне свой распорядок дня 21 день. Вот ты просыпаешься. Ты просыпаешься во сколько хочешь? По большому счету я могу встать, когда захочется. Но завтрак в 8 утра меня мотивирует просыпаться пораньше. Иначе останусь голодной. Хорошо, ты проснулась. Съела завтрак, который тебе принесли на подносе в комнату. На секундочку. Дальше. Все дни проходят очень однообразно. Проснулась, пошла на массаж, покормила ребенка. После обеда различные спа-процедуры, йога и вновь кормление. Итак, 21 день. Ну да, а что? Скукотища.
А где ребенок был 21 день? Он с тобой был где-то здесь? Все дети 24 часа в сутки находятся в специальных комнатах под присмотром профессионалов. У нас есть неограниченный доступ к ним, но я и другие мамочки в основном видятся с детьми только во время кормления. Этого более чем достаточно. В Сеуле цены за подобный санаторий стартуют от 900 тысяч вон в неделю. В них входит проживание, процедура и, конечно же, питание. Скажи мне, а чем ты питалась все эти 21 прекрасных дня? В день нас кормят по 6 раз. 3 основных приема пищи и 3 раза перекус. Курица, рыба, рис, салатики разные, цитрусовые, различные фрукты. Кроме супа из водорослей за 21 день ни одно блюдо больше не повторилось. И теперь ты приедешь домой, и тебе будет сложно? Ты будешь сама с ребенком или у тебя будут еще какие-то помощники? По государственной программе в течение 11 дней к нам будет приходить медсестра и помогать. А потом, конечно, мне придется поднапрячься. Хочу сказать, что это прекрасная вообще такая традиция у вас, понимаешь, после роддома приехать на 21 день и вот уехать такой свежий, красивый, полной силы. Конечно, у женщины будет много силы и энергии для того, чтобы заниматься своим ребенком самостоятельно дома. Это прекрасно. Ой, боже мой, что-то я так аж прям так разнервничалась, вспомнила просто свою молодость, так сказать. Ну ладно, ничего, наверстаем. Ну, короче, если вы хотите рожать вот так вот санаторием, то добро пожаловать в Корею. Ким Джин Хи не планирует в ближайшие несколько лет возвращаться на работу и будет заниматься воспитанием ребенка сама. Но работающим родителям по истечению 3-месячного декрета придется подыскать детский сад. Во всем мире частные детские сады стоят немалых денег, но родители готовы платить, чтобы дети их ходили туда. А в Южной Корее родители предпочитают, чтобы их дети ходили в государственные детские сады, нежели в частные. Хотя и одни, и другие абсолютно бесплатны. Почему? Сейчас узнаем. Благодаря правительственной программе, которая недавно была введена, государство само оплачивает детские сады, вне зависимости от того, государственные они или частные. И действительно, в отличие от всего мира, корейцы предпочитают отдавать своих детей в государственные сады. А вот частным нужно будет поработать над своей репутацией, прежде чем завоевать доверие родителей. Моя дочка ходит в частный сад, который находится на 1-м этаже моего дома. Это так удобно, вышла из квартиры, отдала ребенка и умчалась на работу. Но при всем удобстве есть и минусы. У таких садиков нет оборудованных детских площадок. Здесь пользуются теми, которые есть во дворе дома. Но и тут не все так просто. Площадка находится на солнце, а корейцы загорать не любят. Поэтому дети гуляют под присмотром воспитателей за домами в тени. Ну а что? Свежий воздух везде одинаковый. Но есть еще одна небольшая особенность. Здесь будущие леди с малых лет учатся следить за своей внешностью, играя с кисточками у игрушечного зеркала. Я, например, о мейкапе думала гораздо позже, но в Сеуле свои порядки. Но как только наступает 12 часов, все дети садятся кушать. И обед я пропустить никак не могла. Вот на обед детям принесли еду. Да? Давай, есть. Значит, мне сказали, что это суп из морских водорослей. Давай, ешь, не смотри на меня. Трава и трава. Да. Ну, тут рис. Не соленый абсолютно. Это какая-то овощ. О, ничего себе! Ой, как вы и кормите детей таким острым? Капуста оказалась такой острой, а этим малышам хоть бы хны. Кимчи! Как проводят время дети, мы узнали. Теперь посмотрим, где живут их родители. Ли Чон Сок и Со Йо Джу вместе уже 10 лет. Они с 2 детьми и тещей живут в съемной квартире. Недвижимость в Сеуле не дешевая. Квадратный метр в спальном районе будет стоить около 3,5 миллионов вон.
а в центре около 9 миллионов. Поэтому 60% жителей в Корее не имеют собственного жилья. Но и с арендой здесь все не так просто. Сколько вы денег заплатили для того, чтобы въехать сюда? Чтобы арендовать это жилье, нам пришлось заплатить 80% стоимости от этой квартиры. Итого 820 миллионов вон. Еще каждый месяц платите или нет? За свет, воду и обслуживание ежемесячно мы платим еще 800 тысяч вон. Так, а не проще ли вам было купить эту квартиру и платить то же самое, но квартира была бы ваша? За такую квартиру мы заплатили 1 миллиард 60 миллионов вон. Это с учетом налога в 3,3%. А нам и так пришлось взять кредит для аренды. Вот когда через 2 года хозяева вернут нам депозит, мы добавим свои накопления и купим собственную квартиру. Да-да, когда заканчивается срок аренды, хозяева квартиры возвращают весь депозит до копейки. Таким образом, для жильцов это замороженная сумма, а для владельцев возможность выгодно вложить деньги на период сдачи жилья. Нам сложно понять такую систему, но корейцев все устраивает. Когда у кого-то нет 80% стоимости квартиры, но жить где-то нужно, они могут внести 40. Но в таком случае на протяжении всего срока аренды, кроме коммунальных услуг, они еще будут платить ежемесячную оплату не менее 600 тысяч вон. Вот вам и квартирный вопрос по-сеульски. А я прошу прощения, а кем вы работаете? Я занимаюсь автотюнингом. Ну, я хочу вам сказать, что хорошо зарабатывают, очевидно, здесь люди, которые занимаются автотюнингом. Какой в месяц у вас доход? Так как я владелец бизнеса, то мой доход в месяц составляет 11,5 миллионов вон. Сейчас у меня защемило немножко здесь шея. Секунду. Я думаю, что у многих телезрителей наших, кто сидит на диване, случилось то же самое, но расслабьтесь. Давайте продолжим дальше, господи. А сколько твой рабочий получает, если ты начальник получаешь столько? Начинающие работники получают около 2 миллионов в месяц, а вот менеджеры до 5 миллионов. Я поняла, ну тоже прекрасно, я хочу тебе сказать. Но вообще, вот вы считаете Сеуле семьей среднестатистической или вот выше среднего или ниже? Вот как вот ваш уровень дохода считается здесь? Ну, можно сказать, что чуть выше среднего. Семейная пара когда-то работала вместе. Хён Сок был невероятно влюблен в Йоджу и потратил немало сил и времени, чтобы добиться ее внимания. А как вообще в Корее вот ухаживают мужчины, когда вот встречаются женщины? Дарят подарки какие-то, знаки внимания? Вот в чем заключается вот именно момент вот именно ухаживания до замужества? В начале отношений они с ног до головы осыпают комплиментами и подарками. О том, как он любит и жить без меня не может, я слышала по 5 раз в день. Пока мы встречались, он был готов мне звезду с неба достать. Но стоило нам пожениться, как он конкретно расслабился. Чтобы ты понимала, Жанна, все мои брендовые вещи были куплены именно в тот период. Слушай, ну, в принципе, я хочу тебе сказать, что это во всех странах так, мужчины так себя ведут, понимаешь? Поэтому это абсолютно нормально. Но ты, правда, ты очень красивая. То есть неужели твой муж тебе не говорит сейчас, что ты красивая? Теперь он чаще говорит о том, что я поправилась, и мне не мешало бы заглянуть на фитнес. Ты, так, сейчас будем с тобой серьезно разговаривать. Я сначала, когда зашла, я подумала, что твоя жена балерина. Понимаешь? Настолько она стройная и красивая. Я вообще обратила внимание, что в Сеуле вообще очень красивые люди. И мне сказали, что тут практически, ну, если не каждый третий, то очень много людей делают пластические операции. То есть, ну, как вы к этому относитесь и делали ли вы? Ну, ты очень красивая, я уже не знаю, понимаешь, уже это операция или это уже натуральная красота? В Сеуле действительно сумасшедшая мода на пластику. 90% жителей себе что-то доделали. Я лично равнодушна к подобным вмешательствам, но ботокс и филлеры одно время колола регулярно. А филлеры для тебя это не вмешательство, да? То есть это как бы это норма, как сходить сделать маникюр? Да, именно так. Уколы красоты в Корее – это обычное дело. Многие мои подружки и коллеги, выходя на обед, могут на полчаса заскочить к доктору на процедуру и вколоть себе в лицо ботокс. Если природа пошутила над вашей внешностью, у вас есть 2 варианта. Или принимать себя такой, какая вы есть, ну, как я, например. Или
обратиться сюда. Нет, это не домик Барби, это клиника пластической хирургии. В наши дни Сеул считается столицей пластической хирургии. Именно здесь работают одни из лучших хирургов в мире. Здесь за день в крупных клиниках делают порой до 200 операций. Поэтому Сеул полон вечно молодыми девушками, глядя на которых даже трудно представить, что у многих из них дети школу давно закончили. Девушка или женщина, сделавшая пластику, скорее будет купаться в комплиментах, а не в общественном осуждении. Идеальным здесь считают кукольное личико, аккуратный нос, небольшой острый подбородок, огромные глаза и идеальная светлая кожа, без намека на морщины. В нашей клинике очень популярны операции по изменению формы век и разреза глаз, а также пластика носа, подбородка и лба. Наши специалисты придают им форму и нужный рельеф. И хочу заметить, что мужчины делают все эти операции не меньше, чем женщины. Многие клиники не концентрируются на одних операциях и предоставляют полный спектр косметологических услуг. Так что приблизиться к своему идеалу можно и без хирургического вмешательства. Так, дорогие мои, короче, вы приходите в клинику, так вот разговариваете с врачом, объясняете ему свою проблему, он вам говорит: красавица моя, иди сюда, вот в эту комнатку, вы тут переодеваетесь, одеваете халатик и прямо отсюда выходите, заходите в соседний кабинетик, ложитесь, и вот с помощью такого аппарата доктор из вас делает красавицу-худышку. Ну, это за один раз вы станете красивой, молодой. Ну, это за один раз, если вы такая, как я. Если вы чуть-чуть получше, чем я, то можете за полраза, можете за 3. Короче, представляете, один раз пришли, аппаратом вам все прошли, и вы уходите отсюда молодая, красивая и худая. И повторюсь, это без какого-либо хирургического вмешательства. Поэтому прямо из соседнего бизнес-центра сюда приходят на обеденный перерыв и за всего лишь час успевают себе сделать инъекции ботокса или процедуры по похудению и сразу обратно на работу по своим делам. Но не стоит думать, что красоту и вечную молодость могут себе позволить лишь богатые и знаменитые. Пластические операции в Корее широко распространены и доступны практически всем. В нашей клинике пластика носа будет стоить от 3 миллионов вон, а вот сделать двойное веко можно и за 2,5 миллиона. Самой дорогой является коррекция скул, которая обойдется примерно в 10 миллионов вон. Но кто, как не сам пластический хирург, который ежедневно делает не менее 10 операций, сможет нам рассказать все подробности о человеческом перевоплощении. С какого возраста вы начинаете делать пациентам операции? Все зависит от сложности и типа операции. Чаще всего к нам обращаются люди после 20, но вот двойное веко, например, можно делать и с 14 лет. В 14 лет приходит к вам ребенок и говорит: хочу сделать операцию. Вы же можете отговорить его? И если кто-то уже к нам приходит, то отговорить его невозможно. И, разумеется, тем, кто не достиг совершеннолетия, без родительского согласия мы ничего делать не будем. Можете показать мне какие-то работы, вот, которые вы делаете? Девушки на этом фото сделали контурную пластику, а также поработали над глазами, носом и подбородком. Ну, а сколько это надо раз приходить к пациенту, чтобы сделать себе такое лицо в итоге? Этих несколько манипуляций мы сделали за одну операцию. За один раз это сделали такое лицо? Да вы что? А сколько же длится такие процедуры? То есть она ложится, и сколько, 3 суток вы делаете такую операцию? Ну что вы, мы управились за 10 часов. То есть 10 часов. И сколько период реабилитации у нее был? Пока спадут отеки, пройдет 2-3 недели. А вот полноценное восстановление будет через 2-3 месяца. А у меня, вот вы видите, что бы вы изменили у меня? Вы прекрасны, о такой внешности, как у вас, мечтают многие кореянки. А скулы, там, вот подбородок, мне не надо стесать здесь его? В каждой стране свои стандарты красоты, поэтому даже не думайте с собой что-то делать. Но если вы настаиваете, то я могу кое-что подправить. Я не настаиваю, но время придет, может быть, мы еще встретимся. Ну
Но чтобы оставаться молодым и красивым, не обязательно делать уколы и бежать к пластическому хирургу. Ведь Южная Корея славится на весь мир своей косметикой, которая помогает поддерживать кожу в идеальном состоянии. Но из чего состоит сама косметика и почему именно ее считают самой эффективной и качественной? Чтобы найти ответ на эти вопросы, мы отправляемся в настоящую лабораторию, где все это и делают. Ребята, я нахожусь святая святых, я аж прямо нервничаю. Тут работают ученые, которые делают открытия, нанотехнологии. Вообще все то, зачем мы все гоняемся. За вечной молодостью и здоровьем. И вот тут все и происходит. Представляете, я сейчас поговорю с ученым, который сделал открытие для того, чтобы люди оставались молодые, красивые и здоровые. Да, вот так вот. Идем все узнаем и будем все. Мне вот просто интересно, вы такой прям типичный ученый, вот стоите в перчатках, в халате, в галстуке, вкусно не могу прямо. Вы, вот, чем вы занимаетесь вот конкретно? Наша лаборатория работает над выделением и размножением клеток. Где эти клетки используются? Эти клетки идентичны клеткам настоящих растений, поэтому мы их и используем в производстве нашей продукции. Хорошо, ну а вот вы сам ученый, вы делаете эти клетки, это, я понимаю, для омолаживания человека, для здоровья его, правильно, для вечной молодости. А вы сами пользуетесь? Я пью напитки со стволовыми клетками и пользуюсь кремами. Угу, я сразу вижу, вам, очевидно, лет 100, а выглядите вы просто великолепно, лучше, чем я практически. Представляете, сколько бы потребовалось, например, настоящего алоэ или женьшеня, чтобы производить все то количество косметики, которое вы видите на прилавках в магазинах. А о том, сколько бы она стоила, вообще говорить не буду. Поэтому размножение клеток помогает создать качественный и недорогой продукт. Ученые годами трудятся над созданием новых формул, которые помогают на долгие годы сохранить кожу идеальной. Вот, например, компания Ли Джон Сока разработала средства, которые с легкостью смогут заменить хирургические вмешательства. Ребята, вот это вы знаете, что это такое, он мне сказал? Это какая-то наноиглы. Ого! Это, вот знаете, какое ощущение? Как стекловато. Вот она колет так. Я так понимаю, там в ней маленькие-маленькие микро эти иголки, да, которые входят в кожу и рассасываются. Я правильно понимаю? И потом за счет этого получается именно, то есть вот там иголочки рассасываются у вас в лице, и потом вы такая чик, и приходите красотка. Вот что корейская косметика делает. О, обалдеть. Ну, она покалывает так чуть-чуть, да? Только посмотри, какой эффект дает этот крем. Как это? Это после косметики? Вы шутите? Так вы сделали революцию просто... У меня аж голос пропал, вы не понимаете? То есть, получается, не нужны хирургические операции, не нужны никакие уколы красоты. Достаточно пользоваться вашей косметикой для того, чтобы просто приводить себя в порядок и быть вечно молодым. Все люди в мире, понимаешь, хотят покупать корейскую косметику, потому что она лучше японская, лучше китайская, лучше швейцарская, все что угодно, понимаешь? Значит, очевидно, это приносит очень серьезную прибыль. Пока что затраты на исследование и разработку новых ингредиентов съедают всю прибыль, поэтому деньги лопатой мы не гребем. То вот это какая-то сыворотка, которую нужно сюда заливать и вот так вот ее прямо в лицо, правильно? Этот прибор распыляет сыворотку так, что она проникает прямо под кожу, и про походы к косметологу можете забыть. Зарплата ученых в такой лаборатории стартует от 2 миллионов вон в месяц. Это стандартная зарплата для жителей Сеула. Для сравнения, учителя и воспитатели зарабатывают плюс-минус 2,5 миллиона, а пластические хирурги около 4 миллионов вон. Пришло время узнать, откуда берутся все эти умы. Понятно, что свой путь они начинают с 6 лет со школы. Каждый март для всех школьников звенит первый звонок. И 5 дней в неделю каждый из них учится с утра и до ночи. Причем в буквальном смысле.
После 6-7 уроков, которые длятся 45 минут, большая часть школьников отправляется к репетиторам. После школы я не смотрю мультики, я быстро делаю домашку и бегу на дополнительные занятия. И это только в 3 классе. Дальше больше. Для каждого корейца очень важно максимально проявить себя в школе, ведь от этого зависит их будущее. Тех знаний, которые дают в школе, порой недостаточно для успешной сдачи тестов и зачисления в университет. Поэтому родители платят от 700 тысяч до миллиона вон в месяц за дополнительное образование. Конечно, как после этого не стать ученым? Государственные школы здесь платные. С учетом всех субсидий родители ежемесячно платят приблизительно 100-200 тысяч вон. И даже на собеседовании на престижную работу могут заставить пройти письменный экзамен. Но как бы сурово все это ни выглядело, это дает свои плоды. Выпускники успешно сдают вступительные экзамены, и 99% из них поступают в университеты. Прекрасное студенческое время. Я думаю, его помнят все. Это не только учеба, лекции, экзамены, но и вечеринки, первые влюбленности. У кого-то они заканчивались и замужеством, ведь правда? То есть это прекрасное время, когда можно было отрываться. Но некоторые девушки в Сеуле выбирают университет, в котором учатся одни лишь девушки и никаких мужчин. Зачем им это нужно? Мне очень интересно узнать. Неужели не то, чтобы только просто сидеть и учиться? Это же так занудно, господи, так грустно. Сеульский женский университет входит в топ лучших университетов страны. Девушки мечтают сюда попасть, поэтому конкурс тут не шуточный. Высшее образование в Корее платное. В среднем стоимость обучения за семестр стартует от 1 700 000 вон. Но в лучших университетах цена может достигать и 7 миллионов вон за семестр. Некоторые студенты-отличники могут получать стипендию, которая покроет половину, а то и полную стоимость. Так повезло Джион и Хиньон. Вы все время ходите в такой форме в университет? Мы одеваемся так только по особым случаям. Когда представляем где-то честь нашего университета или когда в университет приезжают важные гости. Например, такие, как вы. Ну, тоже правильно. Очень форма красивая, можете ходить на самом деле. А меня интересует, вы, девочки, вы учитесь в университете для девочек, правильно? У вас же нет мальчиков. А почему вы пошли в этот университет? Ты скажешь? Лучше ты. Нет, давай ты. А, вот и нет ответа. Я вам говорю, там, где мальчишки, всегда очень весело, всегда движение, всегда можешь влюбиться, после уроков куда-то побежать. А вы что можете сделать? У вас одни девчонки. Зато обучение здесь очень выгодно для девочек. Расскажи мне, какие выгоды для женщин есть. Мне интересно очень. Благодаря этому университету перед нами открываются большие возможности. К сожалению, в современном Сеуле мы по-прежнему сталкиваемся с тем, что у мужчин больше преимуществ, чем у женщин. В некоторых вузах, особенно технических, преподаватели оценивают студентов не по способностям, а по половому признаку, притесняя при этом девушек. Поэтому, поступая к нам, каждая выпускница знает, что получит качественные знания и сможет чувствовать себя на равных при устройстве на работу. Ну, вообще, вы очень-очень красивые. Вы знаете об этом? Спасибо. Это вы очень красивая. Возможно, скоро сделаю такой же носик, как у вас. Вот это да! Такие молодые, красивые девушки, а уже мечтают об операции. Я знаю, что вы очень много учитесь. Вы с утра до вечера находитесь в университете среди девчонок. А как вы знакомитесь с парнями? Или вы вообще с ними не имеете никакого дела? Мы иногда ходим на студенческие дискотеки и там знакомимся. Или все-таки для вас главное это знание и учеба. И вам эти мальчишки, в принципе, это неинтересно, и это все на втором плане. Конечно, знания важнее. И хорошо, что парни с нами не учатся, они бы нас очень отвлекали. Вот такие они, современные кореянки. Первым делом учеба. Ну а мальчики потом. Есть, кстати, еще один момент, который меня очень удивил. Разговоры о университете, в котором ты учился, считаются неуместными. Ведь если твой университет был престижнее, то ты можешь поставить своего собеседника в неловкое положение и унизить его тем самым. Узнав Сеул поближе, я поняла, куда студентки ходят знакомиться с парнями. Вы не поверите. В бане.
Это излюбленное место для романтических свиданий. Вместо кино или кафе молодые парочки приходят сюда и наслаждаются компанией друг друга. Да что там, в выходные и праздничные дни компании друзей собираются не на шашлыках на заднем дворике и не за пышным столом в гостях друг у друга, а тоже ходят сюда. Удивлены? Я тоже. Вот про финские бани знаю, и даже была в них. А вот корейские – это что-то новенькое. Мы с женой и детьми 2 раза в месяц обязательно ходим в городские бани и прекрасно проводим там время. Еще бы! Здесь и солевые комнаты, и хамам, и даже морозильник. Но привлекло меня, что, зайдя внутрь, вы увидите людей, лежащих на полу, спящих, общающихся просто посреди холла. Вот и я решила здесь присесть и пообщаться с местной работницей. Честно сказать, я, конечно, была в своей жизни в банях, но это так необычно. Ощущение, что это, знаешь, абсолютно такая общая пижамная вечеринка. Все люди ходят в пижамках, обнимаются, ходят куда-то. А какие вот обязанности банщика? Он что он тут делает? У нас вот в банях парят вениками, чтобы вот все плохое выходило из человека. А в Корее что делает банщик? Мы растираем людей в банях, тем самым смывая с них всю грязь и плохое настроение. И за день от 3 до 4 тысяч посетителей уходят от нас чистые и счастливые. 3-4 тысячи в день человек? Это сколько же у банщика тогда людей за день может быть? У одного. В бане ежедневно работает по 300 человек, поэтому получается, что у каждого минимум по 100 клиентов. 100 человек в день. Это же 100 человек растереть. Кошмар. Я собаку свою разотру и уже с ума схожу. Одну. Она у меня вот такая. А тут 100 человек. Представляешь? Вообще, это престижная работа? Она высокооплачиваемая? Поначалу зарплата не будет превышать 1 700 000, но через 5-8 лет можно зарабатывать до 4,5 миллионов вон в месяц. А вы сами, вот, вы же банщик, а вы сами ходите в баню? Регулярно. Кроме того, мы, как работники, должны сами пользоваться нашими услугами, чтобы понять, как улучшить сервис. А вообще корейцы как часто ходят в баню в неделю? Раза 3-4 в неделю. Ничего себе! Я, может, последний раз была, я не знаю, даже несколько лет назад в бане. Да уж, если бы не увидела собственными глазами, никогда бы не поверила, что корейцы такие заядлые банщики. Я и не думала, что такая работа может настолько хорошо оплачиваться, если учесть, что начинающие врачи здесь получают от 3,5 миллионов вон, то банщики недалеко от них ушли. Но Хве Сениля это никак не смущает. Он врач-офтальмолог и уже 25 лет занимается глазами корейцев. Лазерные операции по коррекции зрения более чем доступны и стоят здесь 2,5 миллиона вон. Профессия врача в Сеуле, конечно, высокооплачиваемая, поэтому что мне по больницам ходить? Пойду к нему и его семье в гости. Скажите, у вас такой большой дом, это же очень престижный район у вас, правильно? А вы слышали о нем в знаменитой песне «Gangnam Style». Наверное, поэтому тут очень, наверное, дорогие квартиры. Безумно дорогие. Сколько стоят квартиры тут? Такая квартира 150 квадратов может стоить около 2 миллиардов вон. И многие готовы платить такие сумасшедшие деньги, потому что тут отлично развита инфраструктура и много хороших школ для детей. Сколько стоит коммуналка? Сколько вы каждый месяц платите? В месяц уходит плюс-минус 1 200 000 вон. Вот дочка у вас уже учится в университете, правильно? Тебе уже 20 лет. А до какого возраста вообще вот дети живут с родителями у вас? У всех по-разному, но вы же знаете, каких бешеных денег стоит аренда квартиры. А откуда у студентов они есть? Но вот когда уже начинаешь работать, это другое дело. А у вас такой большой красивый дом. К вам часто гости приходят? В Сеуле не особо принято звать гостей и самим к кому-то ходить. Разве что для детей какой-то праздник можем организовать. Интересно, то есть, а если вы хотите с подружкой поболтать, то вы с ней куда-то выходите, правильно? Или с друзьями. То есть друг к другу в гости вы не ходите, не принято, да, здесь? А зачем ее звать домой, когда столько заведений повсюду? Мы лучше в караоке или кафе сходим. Чего дома сидеть?
И пока одни ходят по кафе, более молодое поколение проводит будни в погоне за своим кумиром. Они готовы часами ждать селебрити ради одного кадра с ним. Музыкальная корейская поп-культура, или простым языком кей-поп, здесь просто немыслимых масштабов. Миллионы корейских мальчиков и девочек мечтают не только о селфи со звездой, но и самим стать частью этой культуры. Клипы артистов набирают сотни миллионов просмотров за считанные дни. Продукция с изображением звезд разлетается, как горячие пирожки, а весь кей-поп-бизнес по прибыльности бьет все возможные рекорды. В 2018 году в Корее была Олимпиада. Об этом все знают. Но кое-что в казну страны принесло больше денег, чем сама Олимпиада. Это кей-поп-индустрия. Благодаря концертному турне одной знаменитой корейской группы бюджет страны в прошлом году пополнился на $2 миллиона. Я обожаю кей-поп, и мама обещала отвезти меня на концерт, если буду хорошо учиться. Знакомьтесь, это Йонхван. Ему уже за 30. Он посвятил 12 лет кей-поп-индустрии. Но ему так и не удалось дотянуться до самой вершины и стать любимчиком миллионов. Сколько кей-поп-артисты за концерт получают денег? Первые 2 года артисты чаще всего не получают ни копейки. Ведь весь заработок идет на их развитие. А когда ты становишься большой звездой, то можешь получать за концерт и 100, и 200 миллионов вон. Но такой заработок лишь у единиц. Ну а как начинающему артисту жить тогда, если он ничего не получает несколько лет с концертов? На этот период компания обеспечивает тебя и жильем, и питанием. А так как репетиции круглосуточные, то на другие радости жизни времени все равно не остается. У вас страшная конкуренция, тут я понимаю, правильно? Поэтому у вас все-таки на чем вы больше выезжаете? На таланте или на том, что вы очень много работаете? На таланте далеко не уедешь. Нужно постоянно работать над собой. К тому же ты должен быть в отличной физической форме и выглядеть идеально. Почему у вас, у парней в кей-поп-индустрии такие очень яркие мейкапы, ну, как у девушек прямо? Есть в нашей культуре такое понятие, как «красивый парень, как цветок», и многие артисты относятся к этой категории. Девчонки от этого в восторге. Для них они идеалы мужской красоты. Ну, а для того, чтобы хорошо выглядеть, я понимаю, что в Корее очень развита индустрия пластической хирургии, то есть артисты часто к ним прибегают? В Сеуле, в принципе, многие помешаны на пластических операциях, и кей-поп-артисты не исключение. Но скажу, что есть такие айдолы, которые пропагандируют естественность и призывают людей любить себя. Поэтому не надо думать, что все как один после пластики. Это далеко не так. Я знаю, что вообще у них очень сложная жизнь. То есть они не имеют права даже на личную жизнь, потому что за ними все следят. И один малейший неосторожный шаг, и могут закрыть двери везде. Хотя у нас артисты, наоборот, свою личную жизнь выставляют на показ. Чем больше, тем лучше. Встречаться можно, вот только все твои фото, сообщения и действия будет контролировать менеджер. Ведь в тебя вкладывают деньги, и один неверный шаг может разрушить годы работы. Не все выдерживают. Быть звездой – это тяжкий труд. Сейчас Йонхван занимается собственным хип-хоп-проектом, а также пишет хиты для популярных артистов. Но шоу-бизнес шоу-бизнесом. А параллельно в Сеуле жизнь других людей продолжает мчаться с неумолимой скоростью. Не успела оглянуться, а седина покрыла твои виски, и ты уже в статусе пенсионера. Но важно ведь не сколько тебе лет, а насколько ты себя ощущаешь. Во всяком случае, для многих пенсионеров в Сеуле это просто лишь цифра. Дорогие пенсионеры, вы помните, чем вы занимались, когда вам было 20 лет? Вы стояли в длинных очередях, чтобы купить долгожданный билетик в кино и сводить свою любимую на просмотр фильма. Тем же самым занимаются пенсионеры в Корее, которые выходят на пенсию в 61 год. И они тоже ходят в кино, одевают самые лучшие платья, свои костюмы, галстуки, шляпы. И идут смотреть те фильмы, которые смотрели 50 лет назад.
Пенсионеры вновь и вновь приходят на «Унесенные ветром», в джазе «Только девушки» и другие хиты мирового кинематографа. И, держа свою вторую половинку за руку, они вспоминают, как 50 лет назад смотрели этот же фильм на первом свидании. Они краснели, стеснялись и были в своей лучшей шляпке, как и сегодня. И он по сей день влюблен в нее и готов ходить на этот фильм, пока ей не надоест. Билетик в кино будет стоить 2000, а на концерт 5000 вон. За выходные клуб посещают не менее 1200 пенсионеров. Как живется пенсионерам в Сеуле, сейчас узнаем у главных старожил. Как часто вы приходите в этот центр? Мы тут каждые выходные. Ну вы такие красивые, у вас такие костюмы, такая прическа. Вы долго делали эту прическу или вы всегда такой красивый? Я без прически и из дому ни ногой. Я уже так наловчился, что она занимает 10 минут. Боже, молодец. Но скажите, вообще в Сеуле прекрасно жить на пенсии? Счастливая пенсия у вас? Мы все ждали пенсию. Наконец-то есть время на себя и свои увлечения. Это как вторая молодость, только лучше. Вам хватает вашей пенсии на жизнь? Что вы можете себе позволить на свою пенсию? Или вам помогают дети? С детьми видимся регулярно, но финансово справляемся сами, ведь мы заранее продумали план на свою пенсию. Пенсия в Сеуле колеблется от 240 тысяч до 2 миллионов вон. Поэтому тот, кто задумался над пенсией заранее, будет жить припеваючи, как наши герои. А обычно все начинают планировать свою пенсию лет в 45-50. Я, например, знаю, что буду скучать, если засяду дома. Поэтому понемногу изучаю искусство и на пенсии хочу работать в музее. А чем еще вы занимаетесь, кроме того, что вот ходите в этот центр? Пенсия у нас насыщенная. Встречи с друзьями, кино, танцы, прогулки. Ну, это правда. Но у меня вот ощущение, когда я с вами стою и разговариваю, что ваш образ жизни такое ощущение, что как у студентов. Как будто вы в студенческие годы. Вот студенты все время встречаются, у них вечеринки, фильмы, куда-то они ходят, занимаются, делают прически, чтобы быть красивым. И получается, у вас на пенсии такая же жизнь. Выходит, что так. Но когда вы были молодые, когда вы работали, вам сложно жилось? Потому что, наверное, надо было очень много работать для того, чтобы заработать на вашу пенсию счастливую, правильно? Мы работали без выходных, порой даже не брали отпуск, чтобы обеспечить семью и свою старость. И вот только сейчас выдохнули. Ну, судя по всему, как я работаю, значит, и у меня пенсия будет великолепная. Потому что я работаю без выходных, и оператор мой тоже. Глядя на таких пенсионеров, забываешь, сколько им лет. Ведь мы всегда будем молоды, пока у нас есть планы на жизнь. Для нас очень важно быть успешными, любимыми, здоровыми, красивыми, правда? Но в красоте корейцы, конечно, преуспели больше всех. Но почему для них красота так важна? Я думаю, что на этот вопрос лучше их самих не ответит никто. Чтобы нравиться себе и окружающим. Чтобы найти более престижную работу. Чтобы иметь большой успех у противоположного пола. Чтобы обрести уверенность, чтобы быть счастливыми. В погоне за идеалом мы можем потерять себя. И тогда это станет не наша жизнь, а жизнь других.